Вот и вышло обновление 2.0 для глобальной версии игры Persona 5 The Phantom X. И в этом видео я расскажу вам все, что добавили в игру и что планируется к добавлению в ближайшем будущем. Всем привет, вы на канале ХБТ, меня зовут Женя, наливайте себе чаек и не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на канал. Приятного всем просмотра, погнали к видосу. И начнем, пожалуй, с сюжета. В патче 2.0 игрокам стало доступно для прохождения третья глава сюжетного режима и, соответственно, третий замок. Представлять он на себя будет некий завод. И скажу как человек, который проходил эту главу на Азии, замок довольно огромный. Состоит он из нескольких условно отдельных локаций, но при этом исследовать его очень интересно. Во время прохождения игрок столкнется с кучей загадок и пазлов. Некоторые довольно прикольные, например, пазл с манипуляцией мыслями рабочих. Множество сундуков с лутом и крутками, ну и конечно же врагами, как обычными, так и элитными с уникальными механиками боя. В общем, замок получился интересным, и я снова во второй раз пройду его с удовольствием. Метаверс и его ветки метро тоже не обделили вниманием, и в патче 2.0 разработчики добавили новые этажи для исследования. Ну и конечно же новая городская локация Куджоу, которая также стала открыта для исследования в патче 2.0. Нам представили новую механику ежедневных и еженедельных заданий, на которые мы можем отправлять своих персонажей и по истечению определенного времени получать приятные награды в виде кристаллов и ресурсов для прокачки. А вот за еженедельные задания мы уже сможем получить новый ресурс игры – части персонажей, они же шарды. Собрав 60 штук таких шардов, можно будет обменять их на консту для персонажа. На данный момент есть возможность взять консту на любого из стандартных 5-звездочных персонажей, а также на 3 бывших ивентовых персонажей. А именно Юи, Джокера и Мэриан. Список персонажей, для которых можно будет взять повторку за шарды, со временем будет расширяться. Важная ремарка. Если вы захотите обменять 60 шардов на персонажа, которого у вас нет, учтите, что это не откроет вам этого самого персонажа, а просто даст вам его копию. То есть, таким способом забрать отсутствующего у вас персонажа не получится. И тем не менее, система, на мой взгляд, крутая и позволит абсолютно бесплатно добрать нужную консту на некоторых персонажей, что на самом деле довольно приятно. С выходом патча 2.0 в игру были добавлены 2 новых играбельных персонажа. Первым персонажем стала 5-звездочная Аяка Сакай, которая является электро-саб ДПС /сингл таргет саппортом. Атаками она наносит электроурон и имеет возможность наложить на противника шок. Но основная ее позиция в отряде все-таки именно бафер. Своим первым бафом она увеличивает атаку вашего союзника, а вторым активирует хайлайт атаку союзника и увеличивает ее урон. Пассивками Аяка увеличивает атаку за использование хайлайт атак, а также немножечко хилит. В общем, хороший саппорт почти в любую пачку. Вторым персонажем была добавлена 4-звездочный навигатор Рико Танемура. Специализируется она на снижении защиты противников, а также на увеличении входящего по ним урона. Ну и немного отхиливать она также способна. Своими пассивками увеличивает урон All-In атак и повышает статы союзников. Отличный навигатор, который способна заметно увеличить общий урон вашего отряда. Кстати, также в игру был добавлен социальный линк с Аякой Сакай. Вы также сможете развивать с ней отношения и получать награды за каждый новый уровень доверия. А, да, и чуть не забыл. Баннер Джокера также вернули в игру. Напомню, что это был самый первый баннер на релизе игры. И теперь те, кто по какой-то причине не успел забрать его или его оружие тогда, смогут наконец-то это сделать. Еще в игру добавили целых 4 новых сета карт. Вичу, который за 2 штуки увеличивает урон Bless атак на 10%. За 4, когда здоровье выше или равно 50%, увеличивает критический шанс Bless способности на 12%. Pleasure за 2 штуки увеличивает психический урон на 10%. За 4, когда наносится психический урон, атака растет на 15%. Если на поле боя более 3 врагов, увеличивает атаку еще на 15%. Oppression за 2 штуки увеличивает физический урон на 10%. За 4 за нанесение физического урона дает Малис, который увеличивает атаку на 5% на 2 хода. Стакается до 6 раз. И Labor за 2 штучки увеличивает хп на 12%. За 4, если этот сет
а дед на навигатора увеличивает максимальный хп, деф и атаку команде на 8%. Начиная с версии 2.0, 80 левел учетной записи перестает быть максимальным. В игру добавят новый супер эго уровни. То есть при переходе с 80 на 81 описание уровня сменится на S1, что означает супер эго уровень 1. За каждый новый такой уровень игроки будут получать лампочку, за которую смогут прокачивать новый пассивный навык главного героя. Также на стриме разработчиков говорили о том, что автолевелинга врагов, который присутствует на Азии, в глобальной версии не будет. Но я не уверен, что это касается именно версии 2.0. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, если что. Перейдем к ивентам. Добавлено два новых ивента. Main Event Puzzle, где за вход в игру, трату стамины и экшн-поинтов мы будем получать части пазлов, складывая которые игрок будет заполнять шкалу прогресса ивента и соответственно получать награды. Всего можно будет забрать 240 кристаллов, одну оружейную и одну ивентовую крутку. Второй ивент поинтереснее в плане наград. Миссии в нем заключаются в прохождении сюжетных заданий, Vision of Ruins и исследовании метаверса, а также новой локации Куджоу. Всего за полное прохождение всех заданий игрок получит 1280 кристаллов. Также ко второму ивенту приурочен и новый логин-ивент, в котором мы сможем получить аж по 20 ивентовых и оружейных круток. Ну и конечно, чуть позже появится ивент на двойные награды с подземелий. Как обычно, за стрим разработчиков новой версии всем игрокам на почту придут награды, но в этот раз увеличенные. Если обычно мы получали по 600 кристаллов за обнову, в этот раз нам шлют аж 1000, что несомненно приятно. Ну и в конце видео поговорим о планах разработчиков на ближайшие месяцы, которые они озвучили на стриме. Первое и самое лично мной ожидаемое — это, конечно же, гарантированный баннер персонажа. То есть у каждого ивентового персонажа будет по 2 баннера. Один стандартный на 80 круток с шансом 50%, а второй 100% на 110 круток. Такой баннер давно уже есть на Азии, и на самом деле это очень крутое решение. Игроку дают выбор: потратить на 30 круток больше, но гарантированно забрать искомого персонажа, или же испытать свою судьбу на 50% баннере, но условно дешевле. Также в будущем разработчики планируют расширить Луфель бизнес-план, при этом облегчив его выполнение. За новый Луфель план игроки получат ресурсы для крафта 5-звездочного оружия. Далее в сентябре планируется специальная промо-акция с возможностью получить 5-звездочное оружие. Когда именно стартует эта акция, сообщат позже. Возможно, это будет подарком за 100 дней с релиза глобал версии игры. Все планы и нововведения, описанные выше, кроме, конечно же, промо-акции на оружие, которое будет в конце сентября, разработчики планируют к выпуску в октябре-ноябре этого года. Так что ждем с нетерпением. Вот такой получилась версия 2.0. Что вы думаете насчет стрима разработчиков и новой версии? Напишите об этом в комментариях. Мне лично радостно от того, что наконец-то глобальная версия Persona 5 The Phantom X движется в правильном направлении. Просто вначале мне, как и многим другим игрокам, показалось, что Global вышел, ну прямо скажем, так себе. Но после стрима 2.0 и всего, о чем было рассказано, возможно, рановато некоторые похоронили Global. И в конце посоветую в который раз каждому хотя бы попробовать поиграть в Persona 5 The Phantom X. Ведь игра очень хороша, несмотря на все минусы глобального релиза. Спасибо всем за просмотр, я надеюсь, видео было вам полезным, и увидимся в следующих видосах. Пока-пока.